Приветствую, друзья! Хороших наушников от T-Audio у меня было немало, но так, чтобы прямо зацепили, что-то не припомню. И вот в таком ключе обязательно стоит отметить их новую модель Elixir, которая по мне так совершенно бесподобна. Та самая оптимальная сбалансированность, о которой производитель пишет на своем сайте, здесь реально присутствует. То есть это уже не просто наушники, а универсальный инструмент продвинутого меломана. Очень достойная модель, о ней сегодня и говорим. Собственно, поехали! Получил я наушники в строгой такой коробке черного цвета, на передней части которой значится лишь наименование бренда, а сзади адрес официального сайта компании, где, кстати, нет ни слова о технических характеристиках. По информации сети, в них установлен хитрый 10-мм динамический драйвер с бериллиевым напылением, импеданс которого равен 18 Ом, а чувствительность 112 дБ. Комплект тоже не рвет шаблонов, внутри лежала инструкция, плотный вот такой вот синий кейс из кожзаменителя, 3 набора сеточек на звуковод, уж не знаю, влияют ли они на звук, набор пенок и еще один набор уже привычных нам белых силиконовых амбушюр. Кабель выглядит очень даже неплохо, толстый, местами витой, с гибкими заушинами и прямым металлическим штекером на 3,5 мм. И вроде бы все неплохо, но аппаратура показала сопротивление общего канала равным 0,180 Ом, а левого и правого более чем по пол Ома. Разброс, как видите, серьезный, но все еще в пределах допустимого. Сами чашечки полностью выполнены из металла с двумя компрессионными отверстиями, одно сверху, а второе изнутри, средним по размеру звуководом и внешней частью, оформленной под дерево. Выглядит это красиво, в ушах модель сидит удобно, да и звукоизоляция здесь на высоте. Вот так вот это все, друзья, и выглядит. По измерениям у нас вполне стандартный импульс, незначительные расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,44%, что очень хорошо. Фаза ведет себя вполне естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 80 и 96 миллисекундам с легкими возмущениями в нижней половине спектра. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 8 дБ с плавным заходом на середину, почти хармоновское выделение области разборчивости, дополнительный пик на 8 кГц для усиления резкости звучания и еще один на 12,8 кГц, вероятно, поднимающий бриллианс. Как видите, с графиком от производителя мой совпал почти идеально. Звучат же наушники практически так, как это расписано на их сайте. Почти под всем могу подписаться. По подаче они действительно немного подсушены, но с легким аналоговым смягчением, небольшой добавочной массой и уклоном в мелодичность. То есть курс был взят на достижение некоторого баланса между эмоциональностью и разрешением. Из-за чего мы имеем отличную, как по мне, тембральную проработку, подчеркнутую выразительность и естественность построения всего аудиополотна. При этом сильно в техническом модель не уходит и не подсвечивает верха. Все, как я уже сказал, хорошо сбалансировано. Бас заходит достаточно глубоко, но он скорее нейтральный по характеру. В отличие от него, серединка кажется сочнее, музыкальнее и куда эффектнее. Отчего слушать джазовый вокал в Elixir прямо удовольствие. Да и верхами наушники не обижены. Они весьма продолжительные, не ярчат и не режут, а тот самый пик около 13 кГц добавляет приятный такой акцент на затуханиях. Для джаза они реально вот то, что надо. Если еще амбушюры сменить на КБР-07, то будет вообще красота. С ними нам словно усилили резкость, плюс добавили сочности и глубины. Обязательно докиньте эти насадки в комплект, точно не пожалеете. В плане источников модель мне показалась универсальной. Откровенно плохих источников у меня, к сожалению, не нашлось. А на всем более-менее приличном сыгрались, как говорится, на ура. Со стилистикой тоже проблем быть не должно. Каких-то особо критичных моментов тут нет. Частоты вот словно перетекают друг в друга. Единственное, кому-то может захотеться жирнее бас или больше деталей, но это уже, друзья, чистой воды вкусовщина. Мне лично в них нравится вот все как есть. Не сильно мониторно и при этом без перекоса в сторону музыкальности. Гонял их на металле, оркестровой музыке, старом добром роке, блюзе, разнообразной электронике и, конечно, акустическом джазе. Все, если не идеально, то на очень достойном уровне.
уровне. Залипнуть здесь можно вот только так. Акустически здесь все в полнейшем порядке. Сцена, естественно, в ширину и в глубину, с неплохой прорисовкой каждого из инструментов, вне зависимости от его расположения в оркестре. Хотелось бы, конечно, еще больше размаха в глубину, но и так получилось очень достойно. Пожаловаться же можно исключительно на недостаточную эффектность. Ну, не вызывают они то самое вау. То есть наушники созданы не для начинающих меломанов, падких на что-то особенное, а для тех, кто ценит звук таким, какой он есть, без лишних фанфар и попыток выделиться. Не зря сам производитель говорит об ориентации на профессиональных музыкантов. Им, уверен, модель реально подойдет, причем неважно, вокалист это, бас-гитара или же, например, саксофон. Говоря о прямых сравнениях, мне повезло погонять их в паре со множеством актуальных на сегодня новинок. JQ4U Pro, как понимаете, намного эффектнее, но акустически кривые. Свежая Moondrop Aria Snow Edition прямо заметно ниже уровнем, суше и техничнее. BGVP Tank Character по мне очень похожи на героев обзора, но там есть небольшой такой акцент на верха и намного сильнее проработка нюансов. А BQS Topaz, наоборот, еще мягче, сочнее и гораздо эффектнее. С планарами, думаю, сравнивать нет смысла, абсолютно другая подача. В целом же среди одноклассников эликсир чувствует себя достаточно неплохо, выбирая компромиссную сторону, то есть не уходя ни в кристальную прозрачность, ни в однородную музыкальность. А это называется простым словом универсальность. Такие наушники можно взять как единственные или же основные для работы и развлечений. Играть в них тоже прекрасно. Позиционирование шикарное, скорость отработки отличная, то есть ушки, друзья, ну буквально на каждый день. Итогом, динамические внутриканальные наушники T-Audio Elixir прежде всего порадовали меня своей посадкой, интересным внешним видом и, конечно же, чуть ли не идеально сбалансированным звучанием. Все здесь есть и всего в меру. Бас глубокий, текстурный, но слегка подсушенный. Серединка сочная, но ровно, чтобы вы смогли вкусить мелодичность вокала и, например, духовых инструментов. Да и верха лишь слегка подчеркнули на затуханиях. Новички эту модель, думаю, не особо оценят. Удивить или как-то развлечь вас она не пытается, а вот профи и геймерам она точно придется по вкусу. Очень выразительный и при этом достаточно подробный звук с небольшим налетом мелодики и аналоговой теплоты. Мне понравилось. Ну а поворчать я могу только на комплектный кабель. Сопротивление в полуома это уже, на мой взгляд, несерьезно. Думаю, лучше его все-таки будет заменить. А так, отличные наушники я оценил и всем, друзья, рекомендую. Особенно с теми самыми насадками от KBR. А на этом у меня все. Это были динамические наушники T-Audio Elixir. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и жмите лайк. И также присоединяйтесь ко мне ВКонтакте и Телеграме. Собственно, всем пока.